Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. В этом видео мы познакомимся с вами с короткими, в принципе, шипами от фирмы Dr. Niebauer. Это Killer Pro Evo. 3 названия в одной накладке, Сергей. Была версия Killer, вот, потом сделались чуть жестче губку, а скорость такая же, это Killer Pro. И вот сделали Killer Pro и немножко пошустрее получается эта версия. Откуда я это узнал, Сергей? Прочитай. Так, ну, на этикетке, так сказать, написано, причем на украинском языке, сзади еще це більш потужна версия. Да какой украсишь, что ты хотел рассказать? Ладно, на английском здесь написано, что это более быстрая, более мощная версия более быстрой, более мощной версии Pro, которая была более быстрой и более мощной версией обычного киллера. Ну, ты как бы не злоупотребляй. Еще раз скажу, что по скорости Killer и Killer Pro это одинаковые были. Просто Killer Pro более жестче, понимаешь? Мы тестировали, обращаемся, тоже можете посмотреть наш ролик. Мы с трудом там различили. Скоростные, по-моему, даже не различили особенности. А вот здесь написано, что более мощнее стало и более быстрее. И это надо проверить. И более синяя. Да, синяя губка. То есть, ну, чтобы как-то отличалось. На чем будем тестировать? Основание от фирмы Dr. Niebauer World Champion Carbon. Это очень контрольное оффовское основание в 2 толщинах. Красное это 2.0 Killer Pro Evo, ну а черное 1.5. Соответственно, как раз посмотрим и разницу, и как звучит на этом основании. Ну и проверим, настолько ли она мощна, эта накладка, да, как написано. Начинаем с подрезки, смотрим. Что интересно, если взять серию шипов от фирмы Dr. Niebauer, вот средние шипы, агрессор, потом КО меньше сцеп, у агрессора чуть больше, а вот как раз Killer еще имеет чуточку больше сцепа, чем и, допустим, вот агрессор. Вот я имею в виду такой как бы сравнить. Соответственно, подрезку, вот если делаешь там агрессор, там летит чистый плоскарь почти вверх. И в ответ, там надо обработать настолько, чтобы мяч вернулся. Здесь же имеется небольшой сцеп, безусловно, низ подать нельзя. Чтобы мяч вернулся, очень сложно, там надо такое ускорение сделать. Но удобно, так как маленький сцеп, удобно контролировать. То есть можно разбрасывать мячи, укоротить, толкнуть, пихнуть. То есть гораздо легче, например, чем более сложными агрессором или КО. Но и тебе ж проще, ты там особо не ошибался, ты же держал так же, Сергей. Ну да. Поэтому ты, конечно, говоришь, что там приходит плоскарь, но плоскарь от плоскаря тоже чем отличается. Плоскарь, но в то же время какое-то маленькое вращение там есть, и тебе довольно удобно обрабатывать. Также я отмечу то, что обратили внимание, что я прямо со стола по восходящему мячу делал, потому что так рекомендует сам доктор играть многими видами шипов. И вот мы пробуем на этом контрольном основании. Но, безусловно, подрезками сыт не будешь, да, есть такое выражение, и переходим на накат. Так? Приятно. Не стал бы я играть в накат с человеком, который играет такими накладками. Это абсолютно невыгодно. Тут, вы знаете, мы еще вернемся к этому. Стала разница чувствоваться при толщинах. Когда я играл подрезку, так как бы, что 2.0, 1.5 в целом приблизительно одинаково. А вот в накат, конечно, удобнее 2.0, но более как бы противнее, что ли, да, мяч стелится от 1.5. Вот, и контрольнее, то есть скорость, конечно, больше, но вот контроль при ударах довольно любопытный. Вы скажете, там Сергей много возвращал. Сергей, покажи слева, чем ты возвращал, как выглядит это. Это особая техника, которая выглядит сбоку, наверное, вот так.
Да, то есть если играть накат на накат, то мяч окажется в сетке, действительно летит стелющийся мяч, и надо открывать. Справа Сергей подкручивал, вот, потому что мяч был ниже уровня сетки, а слева открывал и подбрасывал. Да, таким этим. Ну тоже не сразу, да, первые мячи пока... Первые 3 часа, пока мы не снимали видео. Вот. Поэтому действительно накат, получается, должен будет побеждать. Накат на накат, киллер про Эво. Перебьет соперника, так что ли? Ну, что с топсами? Да. Сейчас мы переходим на топсы. Плюс снова доктор Нибар говорит, что прямо очень разрушительные блоки, как от всех киллеров. Но вот посмотрим, насколько блоки. Интересная структура блоков, Сергей. Не просто подставить ракетку так как бы по углам, хотя это тоже можно, а вот даже вот так чуть направить, и тогда летит, да, такой как бы мяч, планирующий мяч, вот, и ну не просто, да, Сергей, ну ты играешь на уровне мастера, и пришлось напрячься. Не льстите. Пришлось довольно так напрячься. Причем здесь, конечно же, чувствуется разница губки. Допустим, от красных летит более стремительней, но снова более простой, что ли, мяч, да? Потому что по красным, ну, как бы так меньше ошибок. Вот черный, он, несмотря на то, что губка тонкая, и мне чуточку легче просто направлять. Может, тоже зависит от основания, поэтому я так это как бы размышляю вслух. Вот. Сергей, мощные топсы, что скажешь? Ну, конечно, если не коснуться мяча ракеткой, то его и не подставить любой накладкой. Просто у меня такой мощный топ, что тяжело с ним играть. Но если подставляли, то да, причем это было неожиданно. Мощно, конечно, надо просто подставить ракетку, и летит тоже планер, не надо добавлять. Конечно, ключевым является при принятии таких мощных топсов, это сразу перевод не в одну же ту же точку, потому что Сергей раз сразу там доставал их, а именно переводом в игре на счет, чтобы соперник не успел. Но также я отмечу, что мяч летит, ну, можно сказать так, противный, но прямо не настолько, ну, там, безнадежный, что летит под его можно принять дальше топс. Потому что, опять же, не забывайте, что хороший контроль блоков, ну и, соответственно, нет той противности, как, например, КО или агрессор. Сейчас мы попробуем блоки слева. Все-таки очень много любителей и профессионалов играют различными видами киллеров слева. Посмотрим, как вот это направление вперед на блоках смотрится. Поехали. Смотрим. Ну что там слева? Слева я бы советовал избрать такую тактику контроля и завышенный мяч нажимать. Но контроля не просто пассивно подставлять, а вот, как говорили справа, надавливать. Тогда летит такой плоский мяч, в конце концов соперник выплюнет такой более высокий топ-спин, и его можно будет забить. Вот. Разница традиционная, ну, 1,5, более контрольная, можно более свободно начинать. Снова добавляю, что на этом основании. А 2,0 надо аккуратнее, все-таки покороче движение. Если у вас короткое движение, вполне можно ставить губку 2,0. И Сергей, тебе что? Как вообще прилетало нам слева? Традиционно, неприятно, неудобно, гадость. Ты это все время говоришь, как бы. Стоит ли начинать этими накладками? Ну давай проверим. Начало по подрезке. Посмотрим справа, слева. Удобно ли начинать, можно ли начинать на... Где ночевать? Ночевать. Ночевать, когда попадаешь с подрезки. Итак, начало по подрезке. Смотрим. Не, ну, для меня довольно-таки комфортно. Это начало по подрезке, оно как бы и не быстрое, но есть одно условие. Если его принять пассивно, то второй мяч уже намного более и более сложный. Ну, тут следует сказать, что ты имеешь в виду, если ты знаешь, куда начать. Ну-ка. Потому что если это неожиданно тебе, как я начал вправо, ты провалил там позицию и все, и так далее. Это понятно.
что можно сказать, прямо мощно на вынос нужна техника. Ну, довольно приличная, потому что... А вот по направлению, то чуть-чуть подкрутив или плоский мяч, то есть осложнив жизнь сопернику именно вращение, вполне можно и справа, и слева. Слева вы видели традиционно такой, как вот агрессором, КО, то есть когда открываете ракетку и даже чуть подкручивать, то есть легче начинать, чего уж там говорить киллерам про Эво, чем агрессором начинать по подрезке. Вот. Ну, справа тоже необходимая техника. Если мяч завышенный, можно сразу бить, а если низкий, то открыть и, как я уже говорил, по низкой траектории направить атаку. Безусловно, только получаете пассивный мяч, сразу же со стола надо надавливать или в свободный угол, или в локоть соперника и дальше добивать. Так что начало по подрезке есть, можно играть, например, защитником, изматывая его. Начал, подрезал, начал, подрезал и... Высокий забил. Да, высокий забил, или вынудив защитника пойти в атаку, попасть на блоки, или же контратаки. И вот сейчас я хотел бы показать контратаку справа, потому что слева здесь, ну, просто вперед и больше где-то контроль, а вот справа тут можно забежать ногами и мяч выше сетки забить. Давайте посмотрим. Ну что, чувствуется обещанная разрушительность, уничтожительность по топ-спинам? Я тут отвечу, знаешь, как Сергей... Словами классика. Ну, не то, что классика. Мне понравилось то, что, по сути дела, это блок, только вот надо вперед, и не надо угол сильно подбирать. Вот топ слетит, безусловно, надо при контрударах любых, или гладкой, или шипами, определить траекторию, потому что мяч может и нырять, и высокий. Вот, и направление вперед. То есть не надо подкручивать, потому что там мяч как бы срывается, а вот как бы вперед надавливать прямо со стола, очень хорошо удавалось, где-то в скорость. И затем уже получаете удобный мяч для перевода или забивать. Разница 2.0 или 1.5, да мне комфортно было и тем делать. Прям так, ну понятно, 2.0 чуть быстрее, но какого-то дискомфорта я не испытывал, что прямо вот одна губка однозначно лучше в этом упражнении. Ну, я скажу, что довольно тяжело играть уже второй топс. Если вот такая контрудар такой проходит, то это практически выигранное очко. Я здесь, кстати, отмечу прием подач, да, я так впихиваю. Да, и много ошибок за стол, кстати, ты не оцениваешь вращение, не понимаешь. И довольно там... быстро летит, да, что у тебя дефицит времени. Сейчас мы покажем экспериментальным путем, буквально мы определили. Я не защитник, но так получается, если вдруг оказались в дальней зоне, что делать шипами? Там же не перекрутишь, собственно, мяч. Получается подрезать. И сейчас я просто покажу, посмотрите контроль, несмотря на основание off, как, собственно говоря, подрезать этими шипами с дальней зоны, ну, не профессионал. Смотрим. Ну, мы видели, что можно защищаться, да, этими накладками. По-моему, я даже больше проиграл. Ну, это уже такое дело. Подведем итоги. Все-таки это уже третья, получается, генерация этой накладки. Какие ощущения, почему люди должны покупать именно Эво? Ты знаешь, Сергей, популярные, безусловно, и киллеры, и киллер Pro, но современные тенденции, вот последние разработки доктора Нибауэра именно в плане губок, в плане скорости. И здесь стоит более быстрая губка, и действительно, ты знаешь, она быстрая, но, на мой взгляд, субъективная, она помягче, чем губка Killer Pro. Ну, это как бы мое субъективное мнение, может за счет мягкости основания. И все современные элементы, видишь, контратаки, плоская игра, выход, контроль на столе, по восходящему мячу здесь на довольно высоком уровне, понимаешь, и, соответственно, мир не стоит на месте, видишь, добились такого контроля, такой скорости, доктор, поэтому довольно интересная накладка, я думаю, придется по душе тем, кто играет киллером, вполне стоит взять, попробовать. Но в чем же разница между 1.5 и 2.0? Кому что подойдет? Ты знаешь, вопрос довольно сложный. В каком плане? И то звучит хорошо. Но все-таки 2.0 я бы не ставил, мой совет на OFF+, OFF 2+.
добиться контроля будет сложно. Именно в контратаках, или тогда блоки будет вообще такой неподвижность, такой, помнишь, там, режим скалы или что-то такое. Вот. Туда бы поставить 1.5, может быть, ну, потоньше. Тогда и контратаки, и блоки заиграют, и даже вот такая будет ныряющая противность, назовем это таким словом. А 2.0 как раз вот подходит и вот на таком основании, очень контрольном, off, минус, all плюс. 2.0 будет, все-таки есть вот этот выстрел, очень удобно завершать. Поэтому То тут... есть получается, что 2.0 на медленном основании то же самое, что 1.5 на быстром? Нет, есть определенные особенности, прям так однозначно сказать, что это. Все-таки когда 2.0, это такой, ну, губочка имеет вот такой вот выстрел, мяч немножко другой. Скорость со стола удобнее 2.0, прям там нажатие. А 1.5 удобнее как бы выйти и так мощно завершить, ну, как бы хлестко ударить. То есть 2.0 требует более тонкой техники. Здесь- Зависит тоже от состояния. На all плюс, ну почему, можно и так, ну, своей техникой, которой у тебя нет, играть. Итак, почему же Эва? Есть такая легенда, история за доктора Нибауэра. Ну, создали они новый продукт, вышел Killer Pro, и были проблемы с названием. Там круглый стол, сидит Хальстед, сыновья, там все топ-менеджеры и думают над названием, как назвать серии. Разные варианты, думали, может, Killer Pro 2, там, ну, в то же время, ну, представь, Killer Pro профессионал, ну, что может быть круче Киллера профессионал? В общем, и докатились они, собственно говоря, до того, что говорят, слушайте, давайте вот какое слово первое возникнет в этой комнате, так мы и назовем накладку. Сидят они в тишине, круглый стол, офис там, и тут заходит девушка-секретарша и как бы начинает разносить ним кофе. И как-то там что-то цепляется за ножку и выливает, в общем, этот поднос на одного из топ-менеджеров. Одного из докторов. Да, да. И он такой: Ева, ты пи-пи. И вот это вот первое слово Ева. Ну, знаете, я думаю, нам всем повезло, что первое было все-таки Ева из всего этого предложения. Да. А то было бы Killer Pro, кто знает. Но кто знает, что там дальше. Вот. С вами были Максим Черепнин и Сергей Барановский. до новых встреч, до новых роликов. Увидимся. До свидания.